I'm a G, fool, recognize. Окей, то есть сейчас мы приступим к приготовлению нашего ужина. Вот я уже открыл наше мяско. Я уже ранее говорил, что это просто свинина, порезанная по-французски, каким-то французским образом, с костями. То есть я уверен, что по вкусу он также будет, если порезано было по-итальянски. То есть сейчас у нас уже скваш наш в печке готовится по чуть-чуть. То есть напоминаю, опять скваш это что-то между с тыквой и кабачком. То есть 350 бросить на 450, то есть еще где-то час она будет готовиться там, ничего страшного. Давайте приступим. То есть немного неудобно одной рукой, потому что держу камеру, ну ничего, мы сейчас справимся с этим, я уверен. То есть способ приготовления очень прост, но эффективен. То есть видим, оба куска очень свежие, в отличном состоянии. Приправы, то есть, опять же, приправы очень простые. Перец, соль, это у нас получается базилик и чеснок, высушенный, перемолотый чеснок. То есть, просто-напросто мы его берем. Используем немного перца, чеснока, посыпаем это все дело чесноком и базиликом. С каждой стороны одинаково. Переворачиваем. То же самое с другой стороны. То есть система приготовления заключается в том, что мы вначале бросим это все дело на сковородку, и после некоторого времени прожаривания мы начнем ее запекать в печке. Да, немного, как сказать, может быть, необычный способ приготовления, но по вкусу самое то. И сложность тоже, кстати, сильно не задействует в этом. Окей, хорошо. То есть теперь мы включаем нашу печку побольше. Все, уже сливочное масло я положил. Буквально через пару минут это все дело разогреется и можно начинать жарку. То есть после того, как мы посыпали нашими приправами наше мясо. То есть мы использовали базилик, опять же сушеный чеснок, соль и перец. Все очень просто. Мы это все делаем, ложим на сковородку, кладем. Многие бы поспорили со мной, особенно учителя русского языка. Но не в этом сейчас вопрос. То есть в данный момент главное поджарить обе стороны хорошенько, поэтому мы оставляем температуру чем больше, тем лучше. И после того, как каждая сторона прожарится, мы бросим это дело рядом с нашим сквашем. Да, подвинем его, и там места хватает, но все равно лучше, конечно, держать это посередине нашей печки, не с верхней стороны. То есть вот я уже один раз перевернул наше мясо, переворачиваем обратно. Да, мы пытаемся, нам нужна такая немного поджаристая сторона, тогда она увеличивает привкус. И буквально через пару минут мы положим ее в духовку. Ну, уже можно даже, да, давайте рискнем. И вот опять же, чтобы не прилип, у нас есть такая небольшая емкость с фольгой и с маслом внутри. Вытаскиваем отсюда и аккуратненько укладываем рядом с друг другом нашу емкость. Таким образом, чтобы оно поместилось, его нормально будет, да.
Все, в принципе, сейчас можно закрыть сверху фольгой. Вот, я уже приготовил кусочек фольги. Очень просто. Закрываем, чтобы она держалась. Прижимаем с той же стороны. Не должно быть не сильно плотно, то есть не обязательно. И вот эту всю тему мы ложим, кладем, засовываем в нашу духовку. Скваш у нас уже подходит уже по чуть-чуть. Да, кстати, насчет скваша я не успел сделать видео, голодный был. Что я с ним сделал? Буквально его просто порезал напополам, вычистил внутренности, порезал немного маслица, сливочного масла, положил на каждую сторону внутрь и посыпал сахарком, натуральным сахаром, который не был выбелен никаким образом, и залил водой со стороны. То есть я прочитал один рецепт, и там советовалось добавить воды в емкость для лучшего эффекта. То есть теперь в данный момент у нас там находится наш скваш, мясо. Все, закрываем. И вот 8:05, думаю, к 8:35 уже все должно быть готово. Мы попробуем скваш. Вилкой проткнем, если он достаточно мягкий, можно вытаскивать. Если нет, то поставить еще дальше. Все, прошло достаточно времени, мы выключили печку. И давайте посмотрим наши результаты. Что у нас получается? Ага. Да, скваш. На вид точно он готов. Сейчас мы проткнем вилкой. И определим, готов ли он. Он должен входить прям мягко и легко. О, отлично. Вот это да. Самое то. Аккуратненько можно снять фольгу с нашего мяса. Посмотреть, на что оно похоже. О, да. Уже все готово. Я прям уже не могу дождаться этого вкуса, но в любом случае надо вначале вытащить с духовки. Хочу вам показать, на что похожа другая сторона. Да, все отлично готово. То есть вот, просто легко. Перец, соль, чеснок по возможности. Что там еще, и базилик, если вы хотите, если у вас нет ни аллергии или каких-нибудь других противоположностей к этой приправе, я бы посоветовал ее использовать. То есть, да, поджаривайте на сковородке, на большом огне, на сливочном масле, с одной стороны, с другой, для вкуса и цвета. Потом бросаете в емкости с фольгой в духовку. И готово. Все, приятного аппетита мне, так как я это буду есть, но думаю, вы уверены, что это будет вкусно. Все, подписывайтесь на мой канал. До встречи.